Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Не женщина, а тигрица. Кто же это? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. И в очередной раз, ребят, мне показывает, что вы император. Что значит, что меня смотрят мои преданные поклонники, да, вот постоянные зрители. То есть, что я могу о вас сказать? Вы мужчина, который, в общем-то, знает себе цену. Вы неплохо стоите на ногах, возможно, у кого-то даже очень неплохие финансовые доходы. Ну, финансового кризиса точно я пока не вижу. Вы человек, который любит, когда его слушаются. Напишите, ребят, давайте сделаем, как всегда, очередной наш маленький опрос. Напишите в комментариях, вот вы любите, когда особенно женщина слушается вас, да, вот что вы думаете по этому поводу? Нравится вам это или нет? Или же вы, может быть, более лояльно относитесь, да, вот там обсуждаете все с женщиной, либо же вот я сказал, так и будет. Пишите, всегда интересно читать ваши комментарии. Вы человек, который мастерски владеет, я думаю, даже не одним каким-то ремеслом, может проиграться у кого-то, что это не одно образование, да, сейчас очень модно получать и второе, и третье высшее образование. Кстати, напишите, ребят, у кого из вас сколько образований? Мы, по-моему, не делали такой опрос. То есть пишите все, что хотите, все, что душа пожелает. Вот всегда мне очень интересно читать. Ну, конечно, кроме глупостей и пошлостей. Вы человек, вот я бы сказала, знаете, очень непростой. Вы можете быть и мягким, и можете быть твердым. Опять же, это связано и смотря какая ситуация, и какой человек перед вами стоит. Одним людям вы позволяете видеть из себя веревки, другим же вы спуску не дадите. У вас есть такой, знаете, правдолюбый, вот правдоборец такой. Вы вплоть до того, что вы пойдете вот на конфликт, да, но будете доказывать свою правоту, вы будете отстаивать свою точку зрения. Поэтому, ну, не всем людям легко с вами находить общий язык, особенно это касается, вот, может быть, рабочих каких-то моментов. Даже у кого-то может проиграться, что с друзьями периодически могут какие-то споры возникать, такие небольшие ссоры. Хотя это, ну, не такие какие-то глобальные конфликты. Ну, скорее, это спор назовем, да, потому что вот уперлись два таких вот друга с перепуга, и каждый свою правоту доказывает. Далее, что бы я еще хотела сказать, вот вы очень любите комфорт и финансовую стабильность, и вы всегда стараетесь, ну, ее поддерживать. Даже в те времена, когда у вас, может быть, были, ну, поменьше доходы, скажем так, да, когда вы, может быть, меньше зарабатывали, вы всегда стремились к лучшему, вы стремились всегда заработать побольше. Это очень хорошая ваша такая черта, потому что вы себя вот чувствуете, ну, более уверенно, что ли, когда у вас есть вот именно деньги, когда вы хорошо финансово стоите на ногах. В общем-то, я думаю, это каждый мужчина об этом задумывается, да, вот и увереннее себя чувствует, когда есть, ну, как есть чему пошелестеть в карманах, да, или позвенеть. Но лучше шелестеть все-таки, правда, потому что мелочь это как-то, ну, не то пальто. Кто-то из вас есть рисковый такой товарищ. Ну, либо вы в своей жизни совершали довольно рискованные поступки, либо же увлекались, а может быть сейчас увлекаетесь какими-то, ну, довольно экстремальными видами спорта. Вот любитель адреналина, любитель острых ощущений. Может быть, даже кто-то из вас, я не знаю, там, может быть, по молодости особенно, любил чуть ли не по карнизу с букетом цветов к любимой женщине, может быть, лазили, да? А напишите, кстати, вот лазил кто-то реально, вот, если какие-то такие экстремальные истории есть, ребят, пишите, всегда очень интересно. Но знаете, вот что мне показывают?
И я бы сказала, вот это даже касается и тех, кто сейчас свободен, и тех, кто, может быть, вот давно живет в отношениях, либо же в браке. Вот есть момент одиночества. Одиночество, которое вы можете чувствовать, кто-то одиночество в толпе, кто-то одиночество вдвоем. Ну, то есть, вроде бы вы и неплохо стоите на ногах, и много чего можете, много чего умеете, знаете, да, ну такой вот парень хоть куда, жених на выданье такой. Но, тем не менее, вот у вас личная жизнь оставляет желать лучшего. Вот как-то на протяжении какого-то, может быть, даже длительного периода у вас проблемы вот именно в личной жизни. Напишите, у кого проигрывается, ребят. Даже те, вот, кто живут с женщиной, ну, я назову это токсичные отношения, это скандальные отношения, из которых вам хочется вырваться. Вот хочется вырваться на свободу, но по какой-то причине вы не можете. У кого-то это дети держат, у кого-то машины, квартиры не хотите делить, еще какое-то имущество, да? То есть вот состояние одиночества это такое, знаете, вот бич ваш, что ли, на данный момент. Те из вас, кто вот одинокий, да, вот, ребят, мы не берем во внимание, если у вас какой-то романчик, да, у кого-то, может быть, легкие отношения. Я понимаю, что это общий расклад, конечно же, не может быть у всех 100%, я это уже не раз говорила в видео. Но вот единственное, что я скажу, что сердечко ваше, ну, не ёкает. Вот, ну, не ёкает. У кого-то это после разрушения, да, мы не будем углубляться, что, почему. Однозначно здесь очень много из вас разведенных, очень много людей травмированных именно психологически. Поэтому, да, статус может быть, да, финансы могут быть, много чего у вас может быть, но счастья как такового я не вижу. Напишите, у кого проигрывается. И погнали дальше. Что же за женщина-тигрица будет в вашей жизни? Может быть, она появится, а может быть, у кого-то уже рядом есть какая-нибудь тигрица, либо же пантера. Что это за женщина? Интересно, как вышло, да? Вот вы сами император, и мне показывают женщина-императрица. Смотрите, это женщина, которая обитает где-то вокруг вас. Это не новая дама, это не привет из будущего. Но она себя, вот знаете, позиционирует, она себя чувствует и преподносит вот действительно как императрица. Это не бывшая, ребят, это не бывшая. Хотя, в принципе, ну давайте уточним, поскольку это общий расклад, смотрите, да, у кого-то это проиграется и как бывшая, у кого-то это просто женщина из вашего окружения. Поэтому переворачивайте под себя и смотрим дальше. То есть эта женщина может быть властная, она очень такая, знаете, самовлюбленная, вот так, наверное, будет ее правильно назвать. Человек эгоистичный. Человек, который, ну, вот эта дама, да, которую я описываю, она очень любит держать все под контролем. Я не скажу, что она плохая хозяйка, что она такая сякая, да, но вот характер у нее очень и очень непростой. Что же вас связывает, либо же будет связывать с этой женщиной, да, вот как переплетается ваша жизнь с ней? Знаете, она никогда не упустит выгодный какой-то вариант. И это касается и каких-то материальных вещей, и, конечно же, обеспеченного мужчину. Вот вы в ее глазах позиционируетесь как обеспеченный мужчина. Опять же, это может быть, ну не обязательно, что вы действительно там богатенький Буратино, да. Может быть, вы одеваетесь довольно неплохо, покупаете качественные вещи, да, чистый, опрятный. Может быть, у вас, ну, довольно дорогая машина. И вот она в вас видит вот как раз того самого мужчину, которого можно охмурить в очередной раз, потому что в ее жизни было много разных побед, много разных разочарований от мужчин, потому что она, вот знаете, она как охотница за мужчинами, вот она действительно как тигрица.
Вот она, если, ну как, я даже не могу назвать, что она влюбляется. Назовем это, вот она, если положит глаз на какого-то мужчину, она не может успокоиться, пока его не охмурит, не захомутает, ну как угодно называйте. То есть эта женщина положит глаз на вас. У кого-то, кстати, может проиграться, что вы с ней как-то связаны вот по работе. Опять же, у кого-то это сотрудница, у кого-то это клиентка, там, я не знаю, заказчица, ну кто угодно. Но опять же, это у некоторых, потому что помним про общий расклад. Это женщина, которая не любит поражений. Вот она это просто не, ну, не признает. Ну как это? Она ведь такая вся императрица королевишна, она всегда права. Будет ли она что-то делать вот в ваш адрес, да? Ну, конечно, она будет, знаете, вот вы у нее будете как дрессированный такой вот подопытный, ну, кролик как-то здесь неуместно будет, ну, дрессированная собачка, да, вот она будет пытаться как-то разные лазеечки искать, чтобы найти к вам подход, чтобы сблизиться. Опять же, смотря в какой вы ситуации с ней, да, будете. Она будет намекать, она будет флиртовать. Причем я вам скажу, что она тоже вам может быть симпатична. Но вас отпугнет ее вот такой вот слишком активный, слишком властный характер. Некоторые из вас могут просто, ну, испугаться такого напора. Вот именно настырная такая женщина. Она может в каком-то смысле вас даже преследовать, да? Ну, в каком смысле? Названивать, да, у кого-то, может быть, там, я не знаю, смс-ками бомбить, у кого-то, ну, я не знаю, может быть, там возле дома, возле работы караулить. Ну, то есть это будет такой трэш, да, вот она тигрица, почему я вот называю ее тигрица, но она реально, вот она цепляется зубами в мужчину, который ей нравится вот на данный момент, здесь и сейчас. Она приложит все усилия, чтобы вас как-то заполучить. Я понимаю, что некоторые очень могут испугаться, даже сейчас, может быть, в шоке быть, да? Но просто будьте бдительны. Вот если появится у вас вот такая активная поклонница, да, потому что она уже за вами наблюдает, ребят. Вот она где-то обитает вокруг вас, да, вот в вашем круге общения. Я не скажу, что это ближайший круг, конечно же. Ну вот она, знаете, вот как, ну реально, как вот кто у нас там, тигры, пантеры, львы, вот как готовятся к прыжку, да, вот как крокодилы, вот готовятся так тихо-тихо захватить свою добычу. А вот где-то в таком духе и она. Знаете, вот эта женщина, которая, вот которая будет вас атаковать какой-то период. Смотрите, есть среди вас те, кто поведутся на эти атаки, но есть те, которые оставят ее, ну так, на расстоянии. Опять же, это будет зависеть и от вашего характера, и от вашей готовности быть с такой женщиной, потому что она вот энергетически даже может чувствоваться, ну, довольно сложновато. С ней сложно может быть общение, потому что, ну, как правило, властные люди, они тяжелые в общении. Вот ты стоишь, просто разговариваешь с человеком, и ты прям вот силу, мощь какую-то, энергетику такую мощную чувствуешь, и тебе порой бывает некомфортно с таким человеком, и хочется поскорее уйти. Поэтому, опять же, у всех проиграется по-разному, да, насколько вы сильный, насколько вы будете готовы укращать такую строптивую дамочку, да, потому что она реально такая и самовлюбленная, и любит, чтобы все кружилось вокруг нее. Но еще раз говорю, ребят, те, кто не захочет вот быть с такой дамой, с наглецой, да, назовем ее так, ну, я сама не люблю таких настырных, наглых людей. Вы можете как-то, ну, деликатно, да, ретироваться. В конце концов, вы даже можете выдумать, если у кого нет женщины, да, вы можете выдумать, что, извини, я занят там, либо же еще что-то. Ну, то есть, потому что будет непросто с ней. Это такой маленький расклад, который вас предупредит о такой женщине-тигрице. Но, знаете, она вот оставит след в вашей жизни однозначно. Что-то она выкинет, вот какой-то она такой поступок выкинет, что вы его, я думаю, долго еще не забудете.
Давайте напоследок все-таки еще спросим, вот что у вас может быть с ней, если вы таки сблизитесь с ней, да, вот если кто-то из вас захочет попытаться с ней пороманить, либо же отношения начать, да, вот как угодно. Это как игра вот в рулетку, да. Вот реально, она вот как вот эта кошечка, да, вот очень четко карта показывает, как эта кошечка, которая пытается накормить сыром. Вот. Она будет вас постоянно, знаете, как же это назвать? Ну, какими-то слащавыми речами, да, вот будет заманивать вас постоянно чем-то. Вот вы будете попервой, вот если вы захотите с ней быть, да, вы попервой можете быть даже, в принципе, довольны, но потом она проявит свой характер, даже если вы захотите пороманить с ней, начнутся конфликты, и вы останетесь, ну, довольно такими с неприятными ощущениями. Вам захочется просто через какое-то время сбежать от этой дамы. Поэтому, ну, хотите кто-то пороманить, да, адреналин какой-то получить, ну, просто в душу, в сердце не пускайте, потому что дама, ну, очень непростая. И конфликтная, и самовлюбленная, и так далее. Все то, что я о ней говорила. Поэтому дерзайте, укрощайте тигрицу. Вот такой сегодня был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!